Корейское кимчи из лука. Просматривая интернет, увидел в корейском блоге новый тренд. Точнее, кимчи старый, а тренд новый – делать кимчи из лука. 1 килограмм обычного репчатого лука нам понадобится. Мы должны обрезать верхушку и корневую часть луковиц. И, конечно же, мы должны очистить лук от шелухи. Как вы видите, мои луковицы, они не маленького, не большого, а среднего размера. Луковую шелуху я не выбрасываю, я ее мою, сушу и потом использую при приготовлении разных блюд. Просмотрите мои плейлисты и узнаете как. И далее мы моем лук в холодной воде. Затем мы должны нарезать лук. Разрезаем лук на 4 части, удобным вам способом. Затем мы должны все вот эти луковые части, как лук он многослойный, и слой за слоем мы их разделяем вот так вот очень просто руками. Если луковицы достаточно большие, то разрежьте их на более мелкие части, но я советую использовать именно средний лук. Если вы вначале не очень хорошо обрезали боковые части, то придется еще поднадрезать. И затем мы должны засолить лук. На 2 литра воды используем 1,5 стакана соли. Как вы видите, я использую маленький пластиковый стандартный стакан. Засыпав соль, мы хорошо растворяем ее в воде. Вода холодная. Затем, если лук сильно острый, то мы добавляем уксус, половину стакана. Мой лук очень острый. Когда надрезала его, резала и чистила, то почти плакала. Поэтому уксус добавляю. Если у вас лук не сильно острый, то пропустите уксус. И все еще раз хорошо размешиваем. Теперь можно закладывать лук в соленую воду. Оставляем лук в соленой воде на 40 минут. Лук целиком погрузите в воду, желательно даже положить какой-то пресс, чтобы все было в нее абсолютно погружено. Затем делаем базу для кимчи. Используем рисовую или пшеничную муку в объеме 3 столовых ложек и 200 мл воды. Воду лучше добавлять постепенно. Сначала добавьте немного воды и размешайте муку. Так просто легче ее размешивать, чтобы не образовывались комочки. Нам очень важно, чтобы мы целиком полностью растворили муку и разбили все комочки. Затем мы варим это на тихом огне, все время помешивая. Доводить до кипения не нужно. Варим до состояния приблизительно такой жидкой сгущенки. Вот посмотрите на консистенцию. И затем полностью остужаем эту массу натуральным образом. Теперь делаем соус-маринад. Нам понадобится с вами красный молотый перец в объеме 6 столовых ложек. В данном случае я использую не корейский красный молотый перец, который использую для приготовления кимчи. Тот менее острый, можно положить на 1-2 ложку побольше, если вы можете купить оригинальный корейский. И далее сахар 2,5 столовые ложки или экстракт сливы. Но туда и сахара кладем меньше. Пропорции я привела на этот случай. И затем закладываем молотый чеснок 3 столовые ложки и рыбный соус 5 столовых ложек. Или же, если вы можете купить соленые ферментированные креветки, то их кладете 3 столовые ложки, но тогда рыбный соус нужно положить меньше, 3 столовые ложки. И также добавляем уже прежде приготовленную и целиком остуженную базу кимчи. Все это мы с вами хорошо перемешиваем до однородной массы. И пока мы займемся другими приготовлениями, отставляем это в сторону и даем соусу-маринаду немного настояться. Через 40 минут мы вынимаем лук из соленой воды и должны будем его промыть в холодной воде. В первую очередь, потому что мы добавляли уксус, но даже если уксус не добавляли, то все равно советую это сделать. И промыв лук в холодной воде, мы его кладем на друшлаг или какое-нибудь другое приспособление кухонное и даем лишней жидкости отечь с лука. Также мы должны нарезать зеленый лук. 4 стручка будет достаточно на 1 килограмм лука. Нарезаем тонкими кольцами.
Закладываем зеленый лук в прежде подготовленный соус-маринад и еще раз все хорошо перемешиваем. И обязательно наденьте перчатки перед тем, как начинать мариновать кимчи, потому что руки могут окраситься и их может сжечь от перца. Закладываем лук в соус-маринад. И теперь задача все хорошо перемешать, чтобы соус-маринад равномерно распределился по всей массе лука. Это кимчи, кстати, родом из корейской провинции Джоладо, из места Шинан. Там очень много ферм по выращиванию лука и зеленого лука, и вот это кимчи родом, собственно говоря, оттуда. Также все хорошо перемешав, мы должны добавить обжаренные кунжутные семена, 2 столовые ложки. И еще раз все хорошо перемешиваем. Кстати, это необычный ингредиент для кимчи, его добавляют в некоторые виды кимчи. Итак, все хорошо перемешиваем. Подготавливаем контейнер, в котором будем хранить кимчи, и закладываем луковое кимчи в этот контейнер. Контейнер немного больше размером, потому как больше основной массы, так как кимчи может дать сок. И 1 день мы держим это кимчи вне холодильника и затем храним его в холодильнике. Обычно через 2-3 дня можно начинать есть это кимчи из лука. И в отличие от других видов кимчи, его нужно употреблять очень быстро, в течение 2 недель, так как это кимчи дольше просто-напросто не хранят из-за потери вкуса, поэтому готовить его в больших объемах нет в принципе необходимости. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного вам аппетита!